Доброго всем дня, дорогие друзья! Как всегда, вы на канале Ren и у нас DLC-шечка по Horizon, замерзшие пустоши или Frozen Wilds. Да, на севере, короче, мы здесь вот мотаемся, тут в снегах вот этих, знаешь, прям сейчас немножко такой прохлады не хватает. Жарко, даже вот духота идет. Вот сижу, вот, не могу вот так вот готова делать, а кондей сейчас включать. Это надо вставать, окно закрывать, понимаешь? Вот это все надо встать, сходить, пульт взять. Лень. Мне лень, поэтому давайте просто тогда продолжать. Тебе приятного просмотра. Если ты не в курсе, что это вообще с DLC такой, да, что мы сейчас проходим, внизу есть ссылка на плейлист, все посмотришь там. Давайте продолжать. В общем, доп-квест. Пойдем по доп-квесту, кстати. Ну, у нас всего один самоцвет, поэтому нам пока к этим торгашам не особо-то и надо. Выполним сейчас вот это задание. Очень даже интересно, что там за история с этим, с потопом без этого самого. Без дождя. Это очень странно. Ну да ладно. А еще у меня садится мышка. Пиликает у меня. Простеньким такая пилик. Говорит, а заряжать меня? Я говорю, а я заряжала. Он говорит, а ты плохо меня заряжала. Я это тогда что-то еле-еле подзарядила, чтобы она у меня совсем там не умерла. Ладненько, поскакали. Мы, как всегда, на нашей плотве. Нашей верно любимой. Везде она нас довезет. И уйдет от всяких плохих машин. Здесь, кстати, встречаются новые, не зараженные, а какие-то демонические. Разницы особо-то я никакой не вижу, в чем у них отличие. Возможно, просто какая-то разница. Действительно, зачем останавливаться и взять какие-нибудь лекарственные растения, если можно остановиться и взять камень. Я не особо увидела разницы от зараженных, хотя зараженные, они как-то... Это куда? Зараженные мне казались более сложными. Так, стоп, мы проехали, мы чуть-чуть. Самую малость проехали. А демонические они какие-то... Ну, урона по ним пролетает, накидываю как и по обычным. В принципе, вот сейчас увидите. Опа, щелкозубики, да? Типа у них характеристики одинаковые. Ну, вот эти щелкозубы, у них тело, да, уязвимо к огню. Взять какую-то другую машину, там, с огневолком тем же, у него уязвимость именно что к холоду. Видимо, это руины, про которые говорила Лаулай. Гулкий звон. Они и правда затоплены. Короче... Щелкозубы. Наверное, пришли с верховья реки. Пойду вдоль реки, найду источник. Ничего сложного. Сейчас. Одну секундочку, я кое-что тут им накину. Эти ребята любят огонечек. И прыгать все они тоже очень любят. На! Вот этот нетемет, это вообще забейте. Все оружие у меня редкое. Вернее, очень редкое. Вот с этого нетемета ребятки улетают на раз-два. Кто бы это вообще ни был. Ну, не считая, наверное, там истребителя какого-нибудь, вот этого вот демона. Так. Такая тебе критану. Ой-ой-ой-ой-ой. А вот вдвоем сюда не надо. Вдвоем сюда, пацаны, пожалуйста, не надо. А вот вам... А вот вам рекомендую. Очень близко их подбиваю. Под них надо аккуратненько накидывать, чтобы и нетемет у меня не скипнулся, а то бывает, когда близко к машине. Вот как сейчас, видишь? Почему-то скипнулось. То есть ловушка не поставилась.
И ничего не засчиталось, соответственно. Давай, давай, иди сюда. А чё это мы обиделись? А ну-ка сюда-ка. А, стоп, это же емкость с огнежаром, если я не ошибаюсь. Если мне память не изменяет. Конечно. Ого! А ведь кто это из воды решил выпрыгнуть? Блин, проскочил, прикинь. Давай-ка не надо. Не понимаю механику, почему нитемет не ставится. Ловушка, вернее. Так, по-моему, мне надо что-то выпить. Спасибо. Ты гореть вообще, что ли, не хочешь? Ой, мне бы тебя вот на ловушечку здесь забайтить. Больно, да? Больно? Тварь. Давай, должен взорваться. Почему нет? Должен же. Хорошо. Я бы сказал, даже великолепно. Все, падай. Не хочет, прикинь. Но и такие, ребят, тоже настырные. Так. Но за них и опыта дается побольше, чем за обычные. То есть они вроде бы, знаешь, как по характеристикам, ну, по всяким таким вещам, они вроде обычные. Но вот сколько опыта дается. Просто замечательно. Так. Особо ничего вкусненького мне пока не дают. Но в целом тоже неплохо идем. Не возвращайтесь к своим делам. Неплохо. Лекарственное растение надо набрать. А то мне лекарства эти. Ну, зелье не на что создавать. А, у тебя закончилось все, да? В смысле, они ничего не поставились? Ни одна? Как так? Может, я просто слишком близко к ним ставлю? Может быть и такое. Сейчас, смотри, прыгнуть захочет. Я тебе прыгну. Ну? Конечно, физика здесь немножечко чат покидает. То, что он находится в воде, мы ему накидываем огонь, и он по итогу не тушится. Конечно, немножечко странно. А, не успел, да, прыгнуть? Ну, бывает. На самом деле, это очень даже прикольно, что у него есть емкость с огнежаром, который наносит ему урон от огня, а тело у него уязвимо к этому огню. По сути, сам себе же хуже сделал. Хотя почему он? Если
просто машина, которую создали. Ну да ладно. Это все никак. Сколько тебе можно накидывать-то? Должен взорваться. Близко какучек ко мне стоял. Так, а вот теперь пойдем смотреть. Далеко, кстати, меня увели. Следуйте вдоль реки по течению. Пойдем. Так, стоп, это не те. Теперь пойдем. Кстати, прикольно сделали, что, знаешь, тут остатки цивилизации, да, вот от предтеч то, что осталось. И взяли, короче, здесь эти вот фонари повесили. Так, это немножечко цивильно, что ли, сделали. Это, видимо, Почему бы и есть да. ледяная тёлка. Тропа шамана начинается где-то наверху. Так, подожди. Мне бы... Зачем, наверное, надо посмотреть? Стоп. Следуйте вдоль реки вверх по течению. Река фиксируется. Стоп. По течению. Правильно? Будет правильно. Не, ну по идее логично. Здесь должно что-то стоять, что-то должно препятствовать. Нет, нифига. Реально наверх, что ли? Ну, по течению. А так-то мы же против течения идем. Я не чувствую. Да, я вообще ничего не чувствую в этой воде. Это тебя огорчать, солнышко? Но в таком холоде... В принципе-то и не удивительно. Подожди, там просто как пироги стоят. В принципе, фиг-то с ними. Не-не-не, идем. Все, с нами задание это двигается. Либо здесь наоборот какая-то плотина была, и ее типа прорвало. Может быть и такое, кстати. Вон там. Похоже, там источник всей этой воды. Похоже на постройку предтеч. Прости, но мне надо. И вообще все печально. С наличием мяса. Так. Костер. Давай-ка мы засейвимся. А то мы далековато достаточно прошли. Вот это... как она? Дамба. Разыщите вход. Кто-то очень хотел попасть внутрь. Чуть не снес всю скалу, чтобы только пробраться в дверь. Полезли. Машина? Это вряд ли Обнаружено машина. затопление. Рекомендуется эвакуация. Бассейн водослива под угрозой. Так, если Бассейн щас- водослива. Это и есть гулкий звон? Если я сейчас открою карту, и там будет... Ага. 3 этажа. Но это именно что побочка. Окей. И полезли.
Интересно, найдем мы тут какие-то ништячки или нет? Хотя, по идее... По идее, вот этот вход должен остаться. Похоже на пункт управления. Из-за чего же отсюда пошла вода? Стоп, подожди. А, все, мне казалось, что дальше проход был. Так, вот они пошли панели. Голографический интерфейс. Наверное, какой-то шифр. Может мне просканировать объекты в этой зоне? А вот и наш диверсант. Сбой заборной башни. Дренажная система отключена. Это, скорее всего, плохая новость. Большая часть комплекса под водой. Как это произошло? Так, ну подожди, а что это там этот делает? Как мне туда к нему пройти? Нашла Видимо, как. здесь прошелся по озерам. А, ну так лазить не надо, где не прошено. Вот залезут во всякие эти заброшки, а потом помогите. Как мне отсюда выйти? Ну, уж не лазите по заброшкам. Возможность сделать доброе дело и очистить совесть. Не расшибся? Здесь много вот таких катсцен сделали. Это прикольно. Ты? Прямо дар судьбы, подруга. Ха-ха. Уж думал, огонь в моем горне угас. И я вместе с ним. Но нет, не-а. Только не Гилдун. Ну, Он на оптимизме, ладно. хорошо. Что ты тут делал? Погоди. Давай-ка сначала. Что ты вообще здесь делаешь? Ау, прошу прощения. Как и обещал, Привык говорить сам вернулся. собой, о себе-то можно излагать в любом порядке. В этом хранилище есть артефакт, который мне просто необходим. Но, как ты заметила, дверь не открывается. Что за артефакт? Я взял одну из этих круглых штуковин со стены за дверью и глухо. Я решил нажать там одну кнопочку. Еще хуже. Мой невинный вроде бы эксперимент привел к тому, что комнату слегка затопило. Ну, Слегка. я еще понажимал кнопочку, возможно, с излишним рвением. Искры и дым. А пришел-то я сюда с целью осмотреться. И мои осторожные шаги, возможно, стали одной из причин обвала моста. Когда Самое мост главное, стал рушиться, я, осторожные. возможно, слегка торопясь, обронил ту дурацкую круглую штуковину в воду. Когда я пришел к мысли бросить эту затею, дверь закрылась. Ну вот так примерно я тут и оказался. Ты говорил что-то об артефакте. О да, это хранилище набито сокровищами предтеч. Но одно мне особо приглянулось. Ой, Причудливое зеркальце. Я лишь однажды видел подобное. Мама как-то принесла такой предмет из не пойми откуда. Я помню, как держал его в руках, вглядывался, видя себя и маму у меня за плечом, улыбку. И одно из таких зеркал есть в хранилище? О, да, я уверен. Я заглянул в эту темную комнатушку, и оно там было. Я так давно мечтал такое найти. Да, на сей раз я нашел. Чтобы попасть в хранилище, надо найти кажется, это еще не такое зеркало, а кольцо. что-то другое. Это часть механизма, запирающего дверь. Вот как? Ну, это прекрасные новости. Даже чудесные. У тебя 2 руки, у меня 2 руки. Идеально! Ха-ха! Моя героиня, моя спасительница. Если хочешь, а с чего бы тебе не хотеть, моя пособница. Ха-ха-ха! Можно считать, кольцо уже наше, а вместе с ним хранилище и его богатство. Ты же Он вроде меня уронил бесит. кольцо в воду. Ну, признаю, это добавляет нашему предприятию некоторый дополнительный элемент сложности.
Ты нашел кнопку, которая управляет подачей воды. По чистой случайности. А потом ты ее сломал. Также чистая случайность. Насколько я понимаю, без кнопки воду не перекрыть. Это будет непросто. Это хранилище забито от пола до потолка. Ты удивишься, найдя там нужные детали? Я точно не удивлюсь. Итак, нужно заменить кольцо О, и боже. попасть в хранилище. Это будет весело. Тогда я починю кнопку и перекрою воду. А в моих руках, наконец, окажется то самое зеркало. Ладно, Гилдун. Как нам достать кольцо? 2 пары рук, подруга. 2 пары рук. У нас за спиной пара огромных ворот. Но, сдается мне, их нужно открывать вдвоем. Вместе мы сможем тут все осушить. Ну что ж, тогда приступим. Да, приступим. Пойдем, смешной ты мой. Сильное течение. Переплыть не получится. Вон там, Не-не-не, ты подруга. чё, нас унесёт? Видишь вентили? Пора поработать руками. На той стороне еще один вентиль, он фиксирует ворота. Если тебе не трудно, переберись туда. Окажи мне честь. Ну конечно. Кто ж еще как не я? Ты толстенький, вряд ли туда пойдешь. Это мне напомнило, как я шарил неподалеку от... Что это не шириной с озера? Не, ну слушайте, вот сколько, да, у нас уже, ну, не так много диалогов здесь еще было. Но прям реально по кайфу за этим всем наблюдать. Ты посмотри, как все резко изменилось. Чан с застойной водой. Прелесть. Помнить, например, ну, я не знаю, первое, что в голову приходит, когда мы нашли жену и сына Олина. Это по сюжету. Куда-то возить птичьи гнезда? То, что, да, вот... Чудесно, ты добралась! Хватайся за вентиль и крути! Сейчас, подожди, Сейчас. типа, ну, Олин переживал, да, тогда за свою семью. И, по идее, вот, да, они вот должны встретиться. Да, там, на радостях, вот, эмоции все такие. Вот, то есть, ну, такой достаточно серьезный момент. А там они просто разговаривали, типа, смотрели как неживые. Все. А здесь он, посмотри, мы вот чувака встретили. Ты посмотри, он и к нам подошел, нас за руки взял, и, ну, в принципе, как-то персонажи двигаются. Еще немного, и я смогу сдвинуть эти Я и не треклятые устану это ворота. не подмечать. Есть. Или наоборот, Теперь не можно ус- опустить ворота. Не устану это Ты подмечать. права. Так, как только я опущу ворота, тебе нужно будет еще раз повернуть вентиль. Надо их зафиксировать. Так. Резко вода-то ушла. Одни закрыли. Пол дела А, сделано. Займемся подожди. вторыми воротами. Подожди. Прям было видно, как она уходила. Лестница — редкая, особенная вещь. Она доведет тебя ровно до того места, куда тебе надо попасть. И ни шагом дальше. И есть такое. Они даже анимацию воды здесь сделали. Вентиль от вторых ворот наверняка где-то наверху. Только вот как туда забраться? Сейчас Можно найду. запрыгнуть на ту шаткую ржавую платформу. А оттуда поискать путь наверх. Гениальная мысль, правда? На ржавую платформу! Течение слишком сильное. Не преодолеть. Не освежает. Вот нисколечко. Прости. А как мы здесь уже оказались? А мы где? Я, кстати, думала, что мы сейчас поляжем. Стоп, а мы где вообще? Добраться до второго шлюза. Погоди, мы на втором этаже, так? Так. А что здесь? А отсюда мы пришли? Да, отсюда мы пришли, все. Значит, все правильно. Мы проходим здесь по второму этажу, проходим по мосту и идем туда. Значит, нам, скорее всего, нужно было упасть в воду. Ну, судя по всему. А, нет, да... Подожди. Стоп.
А что здесь? Лестница наверх. Мы же не идем куда-то обратно, нет? Надеюсь, что нет. А может быть и да. Да, мы пришли обратно. Я еще вот этот вот туннель смутил. Так, а как же нам на другую сторону? Ой, блин. А у нас щит на букву Ю. Она восстанавливается-то быстро. Так, стоп. Не просто так она сказала про эту платформу. Ой, не просто так. Хороший Ай, молодец. прыжок. Ха-ха. Хороший, Что, пока? что я говорю, изумительный. Я никогда не видел, что вы так пренебрегали своим здоровьем. Спасибо. Наверное. Тихо-тихо-тихо, давай вот без вот этого падения. Давай-ка не будем. Опа. Первая аудиозапись, кстати. Семья Дамбы. В смысле, а, это мне показать. Готово? Раз, два, три, все! Нахрена такая рать-то? Стоп! Я забыл слово. Эй, ну ты чего? Мы ведь так хорошо начали, а потом все схлопнулось. Ну, у меня по жизни так, сама знаешь. Нет, сопли в сторону. Меняем тему. Название! Группе нужно название. Я чуть не оглохла, это что сейчас было? Дорогой никто, когда я устроился на эту работу, нам показали учебный голофильм, голографический фильм, из которого я запомнила примерно 2%. О, это ты на этих... Хотя, что ты? Мы все на парах. Вот один в один. А ты думаешь, что мы все на задние парты уходим, чтобы поезды поспать там? В одном месте закадровый голос заявил, что теперь я новый член семьи Дамбы. Я подумал, такую возможность упустили. План звучало бы круче. Предполагать, что я когда-нибудь начну относиться к своим коллегам как к родным людям, до смешного наивно. Из 6 человек остались только мы с Лорой. Я подписываю бумаги, которые ставят крест на той семье, которая, как мне казалось, у меня была. И внезапно моя последняя коллега с ее выцветшими татуировками и бровями дугой начинает тратить анекдоты и заставляет меня слушать группу, о которых я никогда не слышала, и утешает меня, когда я плачу. Когда нас оставалось всего двое, нам было здесь очень хорошо. Мы с ней устраивали тематические дни. Как-то раз шлюзы были открыты, мы расстелили на одном из мостиков заборной башни пляжное покрывало и стали перебрасывать друг другу надувной мяч, который я, к собственному удивлению, нашла у себя дома. Короче, чисто повеселились здесь. Ну нахрена так громко-то было делать? Я чуть не обосралась. Ты уже рядом. Просто перепрыгни на ту сторону. Ай! Успела. А, ты прямо надо мной. Просто опусти лестницу. Что, не работает? А, Поберегись. на. Там Так, уже я не так впервой. понимаю, мне Так дальше, что да? это будет проще, чем свалиться в яму. Возьмешь на себя вентиль на той стороне? Если Конечно. с этой стороны все точно так же, надо поискать входной туннель. Ну, по идее, вот он, да. Ну да, все то же самое. Почти. Не считая какого-то вот этого узкого прохода.
какая-то вентиляционная шахта. А там дверь была. Окей. Так. Но если свалимся, то хотя бы не так уж и больно будет. А, ну заваленный проход. Ползли. Так, давай-ка мы поровнее будем слезать. А, да. Сейчас бы в этой грязной воде бы искупаться. Возьми дорогу. Так, плюс еще лекарство. Давай, Гилдун, крути вентиль! Не получается! Давай, давай. Они слишком тяжелые. Глянь у меня за спиной. Нет ли там чего-нибудь большого и сломанного? Ты издеваешься? Чак, что тебе найти-то? Что он хочет-то? Не, а ты как думал, ржавые вентили, крутить которым лет больше, чем тебе и всей твоей семье? От противовеса отвалился кусок. А если залезть? Может, моего веса хватит, чтобы его опустить? Держись! Я сейчас, есть идея! Я не поняла, что у тебя за идея, и она мне не особо нравится. Надо забраться выше. Можно залезть по обломкам. Я теперь только этим и занимаюсь. А, да? Как надежно это выглядит. Так, давай-ка аккуратненько, пожалуйста. Я не могу запрыгнуть на противовес отсюда. Но, наверное, можно забраться повыше. Да, я в принципе вижу откуда. Ладно, если вспомнить, как мы залезали на этом, в пределе мастера. И вниз. Вообще, прикинь, короче, этот... ладно. Я думала, прикинь, мы опускаемся, и руль, короче, вот так вот пошел по кругу, и берет, вылетает, и ему прямо в пачку. Ай, меня только давай не надо. Что я завтыкала? Есть. Получилось. Как ты лихо скачешь с одной ржавой развалины на другую. Прямо залюбуешься. Ха-ха-ха. Вода еще осталась, но сойдет и так, правда? Так, где же кольцо? Хороший вопрос. Но теперь можно лезть в воду. Щелкозуб! Это щелкозуб! Иди-ка оттуда. Очень большой щелкозуб! Да, Я обычно. вижу, вижу. Очень большой! Большущий! Просто отойди подальше. Блин, а. Прости, что? А вдруг тот щелкозуб? Ну, Пару просто... иди. взял Узнаем, когда я Иди, его говорю. завалю. Давай, иди сюда. Да-да, расскажи мне сказку. Ой-ой. Сейчас ты у меня тут попляшешь. Скажи мне, когда он сдохнет! Он Да сдох. все, иди. Чудесно! Так, Ты был прав. кольцо. Эта штука проглотила Если кольцо. рожать челюсть- Ха-ха! Вот она, моя старая добрая интуиция. Никогда меня не подводит. Хотя иногда выбирает довольно извилистые пути, но... Неважно. Вперед, в хранилище! К трофеям! Подожди. Так, Шелс, погоди, мы сейчас не будем об этом думать. У нас запись, ясно?
Но мы ведь даже не... Мы на репе, ясно? У нас репетиция и сувениры. Нам нужна сувенирка. Наклейки. Успех — это когда люди начинают уродовать Прекрасная казенную идея. собственность наклейками своим логотипом. Коллеги, меня просили напомнить вам, что разговоры на тему, не относящиеся к обучению исполнителей, не одобряются. А не пройтись ли по этой казенной собственности? Так, а здесь никаких больше нигде записей-то нету? Не наблюдается? Подожди, друг. А ну-ка. По идее не должно, а там просто наверх. Не-не-не. Пойдем. Нет, с другой стороны, сюда, наверное, можно будет вернуться, но я не думаю, что мы что-то потеряли. Наверное. Нет, туда не залезть. Что видишь, здесь прям наверняка определенные записи. Так. Есть управление. Ну да, сюда. Вода опустилась уже достаточно, но... Может попробовать выпустить ее всю? Трубы, вентили. Может Вон ещё получится запись. слить оставшуюся воду. Давай попробуем. Пойдем. Может, визор что-нибудь найдет? Найдет, уже нашел. Сколько тут вентилей? Надо сначала просканировать визором. О! Введение в вентиле. Так. Требуется доступ ко всем помещениям комплекса. Он со своим синтезированным голосом и жутковатым скрежетанием лап напомнил мне, трек группы. Я говорила им много-много раз. Каждую ночь трубопроводная система отсоединяется, чтобы резервуар мог наполниться, и каждое утро ее приходится заново подключать вручную. Нужно просто повернуть вентили так, чтобы вода потекла напрямую к насосу. Остальные исполнители с поставленной задачей справляются, но это вот постоянно глючит. Этот. Повернуть вентили так, чтобы вода потекла к насосу. Ну, пойдем смотреть. Это вообще Ладно, работает. теперь направим поток в нужную сторону. Хотя я и люблю всякого рода сложности, но... Кажется, для меня это немножко чересчур. Не волнуйся, я разберусь. Услада для моих ушей. Каждому делу свой инструмент. Как говорится, никогда не вкручивай шурупы кайлом. Так, а мне нужно именно Не что совсем напрямую. Ща, подожди, разберемся. А? Вентиля нет, да? У тебя способный ум, подруга. Ты подмечаешь все А, нет, тонкости. Я вот нет. Только не старина Гилдун. Нет, это мы правильно сделали. Надо вот этот повернуть. Что-то не то. Так. Ага. Вода-то течет, только не туда, куда надо. Да, разберемся, подожди. Надо было наоборот. Эта работа требует определенной доли терпения, да? Так. Боюсь, я пошел в маму, такой же неусидчивый. Ага. Еще разочек. Не совсем. Ща, подожди. Сейчас сообразим. Так. И... Наоборот, ну ладно. Да ё-моё. Ну вот, И вуаля. теперь вроде все. Пора назад, посмотреть, ушла ли вода. Получилось? Ха-ха, ну, разумеется. Нет такой
загадки, которой ты не подобрала бы разгадки, верно? Дверь открылась. Видимо, Есть она такое. загерметизировалась при затоплении. Пойдем. Видимо, он ведет на Чудной ты нижний мой. уровень. Типа просто вода. Окей. Знаешь, что, кстати, вот эти вот коридоры напоминают, и вот эти вот двери на кораблях. Фу, тут воняет. Чуешь запах? Так же пахнут кузни в жиле по утру. Вроде это все. Надо возвращаться наверх. Подожди, а что это? Стоп, где это? Модификация. 51 холода. Твою мать, мы кем тут вообще станем? Ну здесь электричество побольше будет. А еще у нас есть, подожди, вот этот лук. Вот я думаю, вот сюда его надо бы поставить. Такие модификации встречаются редко, но они мощные. Я заметила. Не, вот сюда я его поставлю. И от заражения. Вернее, для заражения. Так вот накинем. Здесь у нас, по-моему, все. Подожди, в смысле 38 электричества, а здесь 40. И ничего у нас не меняется. Окей, это очень круто. Во! Посмотри! Можно просто долбить по этой трубе и... Она мне знаешь, кого напоминает? А можно сэмплов нарезать? Да легко! Вот сразу после... Ой, извини, Эту секундочку. Хлою из Life is Strange. Лора, мне нужен перерыв. Лора? Эй! Лора! Это она напоминает и по голосу. Да, пройти. Так, а что здесь вообще? Подожди. Эти трубы ведут в другое помещение. Надо глянуть, что там. Ой, другое. И ведут туда. Нам, в принципе, и показывает, как подниматься. Но это, скорее всего, к этому. К пункту управления. Итак, возвращаясь По к идее. телекхранилищу и его сокровищ. А, здесь этот щелкозуб был. Все, я вспомнила. Здесь еще уровень воды был побольше. Раз, да, и потом мы включили. Скорей бы, скорей бы, скорей бы! Подожди. Почти пришли. А, Скоро я буду смотреться в зеркальце, как когда-то вместе с мамой. какой он... Ну это не зеркало, это явно что-то другое. Только что, прям интересно. Ну такое, слушайте, тоже не маленькое задание. Опа, подожди. А как-то я так пропустила. Тайное выступление. Ну так что, с чего мы начнем эту прощальную фигню? Боже. Возможно, мы последние люди, которые все это видят. Ну да. Потому мы и поем. Чтобы никто не видел, правильно. Еще можно было сделать так, чтобы никто не слышал. Так. Ну-ка, ставь-ка. Там запись, мне ее обязательно надо послушать. Так, здесь пусто. Расположение замков. Очень кстати.
Кстати, да, удобненько. Лево, вверх, вниз, вверх, вправо. Вверх, вниз, вверх, вправо. Так. Лево, вверх, Что? вниз. Что ты там такое руками изображаешь? Вправо. Магию. Смотри. Опа. И дверь открылась. Обалдеть, сработало! Я-то думал, ты рехнулась, водишь руками по воздуху. Хотя, как минимум, броня моя не вызывает вопросов, нет? Где она? Куда делась? Ну, короче, вот типа и все. Сколько нам еще осталось сыграть? Раза два или... Да ладно! Прощальный тур! Субтитры А потом, не успевают честь идти. воссоединения через полгодика. Все так делают. Ради преданных Вроде фанатов. своими Не глазами так трудно видел. поддерживать связь. Можем репетировать в голом пространстве. Все так говорят. Чё у тебя там? Ящик с припасами. Мне вот это вот отдай. Так, это мое. Такое не может померещиться. Не два же раза подряд. Ладно, давай починим кнопку и перекроем воду. Я жду, нафига себе, еще одни Люблю. топливные элементы. Все нормально? Я Вроде правда не видел было его. никакого второго бункера. Зеркало. Видел же. Вон там, в окне. Оно? Ну да. Игра света. Обманулся. Мне жаль, Гилдун. Похоже, для тебя это было важно. Ну, как? Не больше, чем любой другой артефакт из мира предтеч. Ничего, ничего. Тем более, главное не результат, а процесс. Для того-то ведь мы и шаримся. Для азарта, а не осколков. И ведь славно пошарились, а? Клянусь великим горном, на всю жизнь запомнится. Ну что же, нам ведь нужно что-то там починить? Есть такое. Да, жалко его, что ли, стало. Такой он, типа, самый обычный, забавный работяга. Давай, поехали. О, вот теперь стало намного красивее. Ха-ха-ха. Что это значит? Это значит сработало. Сработало и Клянусь красиво. горном. Ты просто чудо! Часто это слышишь? Рискну предположить, что да. Ну да, слыхал разок-другой. Ох, какая скромница! И знаток искусств притечь, мастерица, все жили на зависть, и еще скромничает. Ха! Я же не одна все сделала. Нет. Не одна, конечно. Куда ты дальше? Вернешься в жилу? Ты что, хочешь, чтобы я лишил грань песни такой истории? Да не в жизнь. Ха-ха. Я тут немного побуду. Но историю должны излагать все участники. Приходи, скажи свое слово. Бассейн водослива осушен. Внутренние помещения доступны. Ущерб минимальный. Похоже, бассейн опустел. Надо Ништяк. сходить посмотреть. Новое приключение Пойдем. так скоро. Ты смелее меня. Но в этом никто не сомневался. Не, ну, хороший все равно такой, забавный. Так, подожди, а нам именно что отсюда надо выйти, да? А, нет, можно. Давай закроем это задание. Почему бы и да? Стал громче. Кстати, слышь.
Подожди, это же все то задание? Да. Доберитесь до чтобы послушать эту музыку. Нам же девчоночка-то сказала, что Насчёт звука типа она я не б тебе... Фига себе. Говорит, я бы сыграла мелодию, но... Подожди, но вот это 100% бункер. Так. Красиво, как эти фонарики-то сделаны. Стоп. Плюс еще. В прямом эфире из студии «Бассейн водоразлива» группа «Вечеринка на бетонном пляже». Раз, два, 3, 4. Скорее всего, музыка такая же. Сорян, я это скипну, это что-то как-то невозможно слушать. Стоп. А вот здесь что-то почитать. Последние девчонки на земле. Автокар уже в пути. Мой отвез меня в Коде, где я живу, а ее автокар поедет на вертодром. Сегодня она пришла на работу уже с вещами. Все имущество уместилось в 2 маленьких чемодана. На ней самое красивое платье из всех, что я у нее видела. Для мамы, объяснила она. Это она мне купила это платье, представь себе. Так-то мне это все ни к чему, но не зная, ей без того нелегко. Мы прошлись по дамбе, послушали все эти записи, прочитали сообщения. И хотя это звучит как классическое «распишись в моем выпускном альбоме», мы с тобой друзья навек, могу сказать, я больше не боюсь потерять Лору. Мы одна семья, мы не унаследовали друг друга и не свыклись друг с другом. Мы друг друга выбрали. Никакое расстояние, никакие придурки в плохо сидящих костюмах или раболепные роботы не смогут нас разлучить. И вам, кто бы вы ни были, очень повезло, потому что вы единственный человек, кому доведется ее услышать. Ну, похоже, что да. Но и вправду так есть. Слушайте, тут кайфовенько прям так. Так, здесь у тебя ничего нету, да? Но звук будет здоров, как разносится. О, ты снова играешь? Тебе это удалось. Вода пронеслась быстро, как спетая песня. Тебе нравится моя музыка? Да реально на зайчика Никогда похоже. подобного не слышала. Ну согласись. Потому что нигде больше не найти места с таким резонансом, что звук отдаётся Есть что-то у неё в такое каждой в лице. твоей косточке. Конечно. Никто не знает эти трубы лучше меня. Я научилась узнавать их гораздо раньше, чем ходить. Спасибо, что осушила воду. Ты помогла не только мне, но и моим предкам и их песням. Прошу, возьми это. Просто в знак благодарности. Чё там? Нифига себе, 3 самоцвета. Хорош. Не, ну разносится у нее музыка, это дай боже, конечно. Так, а теперь... Что у нас здесь, да? Это надо с костра. Давай мы вот сюда метнемся. Я сейчас посмотрю у торговца как раз. Чисто для понимания, сколько там осколков надо. Здесь 14, а тут 16.
Итого это 30 штук нам надо, да? Окей. Окей. Так, ну здесь, да, мы все видели. Да, я ему сейчас продам, что у нас тут оставалось. Сердечко истребителя. Нет, давай мы оставим. Мало ли, что-то где-то еще надо будет купить. Может, что-то нам попадется. Шкура белки. Да, это, в принципе, все скипнуть. Рыба, кость козы. Здесь много животных будет встречаться нам. Судя по всему, огнежара, кстати, мало что осталось. Это маловато. С кровозарядника вот одну штуку продам. Ну, одну ячейку в смысле. Так, 11200. Карта. Так, карта. Подожди. Вот они, звериные фигурки. Это то, что это мы видели с вами этого торговца. Карта самоцветов. Да-да-да. Но мне, видите, мне шкура козы нужна и барсука. Здесь кость козы. Что это такое за пигменты? Тоже какие-то, наверное, артефакты. Но это надо чисто поохотиться и все это собрать. Ладно, это я сделаю. Я думаю, что на этой-то еноте можно и закончить. У нас так вот серия прям на целый на целое задание вышла. Ну такое оно все равно добренькое, конечно. Да. Получилось. Холодно. Очень холодно. Ну, конечно, мать, ты на севере находишься. И, кстати, практически... Ну ладно, не практически, на серединке. А ты что хотела? Да, вон снег без остановки идет. С ума совсем можно. Не, ну что, у нас бронька нормальная. Я говорю, вот, руки, ноги закрыты. Я говорю, так она еще и нам и щит дает. Вообще, лучшая броня, которая только, мне кажется, есть в игре. Ну, по крайней мере, она достаточно удобная. Вот. Мы с тобой давай на этой ноте прекрасной прощаемся. Спасибо, что посмотрел. Спасибо вам огромное, ребят, за лайки. А сколько вы, кстати, на стриме поставили? А ну-ка, подожди. 10 лайков влепили. Спасибо большое. Очень приятно. Вот, вы на видосы не забывайте тоже так ставить, потому что это все у нас вот перезаливается, чтобы, да, там и не весь там стрим 2-3-часовой смотреть, а то и больше, а вот по сериям разбивается, чтобы, так сказать, ну, часик-то посмотреть попроще, наверное, как-то, чем 3 часа. Вот, поэтому для вас стараюсь. Не забывайте... Что еще там вам надо сделать? Не забывайте колокольчик проверить. Вот там, где у вас кнопка подписаться. Можно, кстати, ее тоже прожать. И колокольчик, чтобы там так вот... Вот так вот, да, чтобы он тоже делал. Чтобы вам все приходило. Ну, давай мы с тобой в следующей серии увидимся. Удачи тебе и береги себя.